Когда сегодня говорят про русское влияние на мир, обычно вспоминают максимально ожидаемый набор: балет, Гагарин, Достоевский и максимум матрешка. Ну и, конечно же, Сигма Бой и Маша и Медведь, который набирает миллиарды просмотров в интернете. Хотя, если чуть глубже копнуть, внезапно выясняется довольно интересная вещь. Огромное количество слов, названий и вообще привычных бытовых штук, которыми сегодня пользуются сотни миллионов людей по всему миру, пришли в мировой обиход именно через Россию и благодаря России. Причем настолько давно и настолько плотно, что люди уже вообще перестали понимать, откуда это взялось и как это появилось. Это проект защиты исторической справедливости патриотического движения Победа 945. Меня зовут Павел Кухаркин, я вас призываю подписываться, писать комментарии и лайкать наши видео. Сегодня мы разберемся, почему французы до сих пор катаются на русских горках, испанцы едят русский салат, американские чиновники внезапно стали царями, а слово «спутник» в какой-то момент вообще стало названием будущего всей планеты, а рулетка стала русской. И как так получилось, что русский культурный нейминг настолько глубоко встроился в мировую повседневность, что люди вообще перестали замечать его происхождение. И это даже без попсовой водки и Калашникова. Но об этом вскользь. Вообще, вся эта история очень хорошо показывает одну важную вещь. Культурное влияние в реальной жизни работает вообще не так, как многие себе представляют. Это не когда-то что-то специально навязывают там в язык или заставляют всех учить чужую культуру. Настоящее влияние работает намного хитрее. Это когда слово, образ или название настолько глубоко встраивается в повседневную жизнь, что начинает восприниматься как что-то такое вот абсолютно естественное. И Россия здесь оставила следов сильно больше, чем многим кажется. Возможно, стоит взять одну фразу, которая вообще не имеет отношения к политике, но именно она показывает, как глубоко уходят корни, и называется собакоедство. Просто достаточно изучить, сколько существует русский народ, известный во всем мире. Тут будут и западносибирские лайки, и русские гончие, русские борзы, московская сторожевая, московский водолаз и многие другие. История каждой уходит далеко в прошлое, ибо цивилизация на этих землях древняя, и такие породы формировались столетиями, каждая со своей историей. Если сравнивать с украинской породной историей, масштаб действительно другой. Там чаще всего вспоминают несколько пород и линий, связанных с этой терминологией. Восточноевропейскую овчарку, хортую борзую, южно-русскую овчарку и одиса. Но важно понимать нюанс. Часть этих пород выросла не из отдельной украинской кинологической школы, а из большой советской, южно-русской и казачьей традиции. Восточноевропейская овчарка создавалась в СССР как служебная порода, южнорусская овчарка связана со степным пастушьим миром, хортая борзая с южной охотничьей культурой, а одис появился уже в конце 20 века и считается первым украинским национальным брендом в этой сфере. История есть, спору нет, но по масштабу это совершенно другой уровень. Русские гончие, борзые, лайки и служебные породы давно воспринимаются как международный бренд. Похожая история с коневодством. 23 породы лошадей относятся к территории современной России. Самые популярные среди них в мире – орловские рысаки, русские верховые, уходящие с молотка на аукционах за сумасшедшие деньги по всему миру. Причем некоторые истории выглядят вообще как готовый сценарий для фильма. Вот, например, бистро. Сегодня это слово воспринимается как максимально французское. Маленькое такое уютное кафе. Парижская улица, вино, круассаны, романтика. Но есть нюанс. Самая популярная версия происхождения слова связана именно с русской армией. После того, как в 1814 году русские войска вошли в Париж, после победы над Наполеоном офицеры и казаки якобы постоянно торопили официантов словом «быстро, быстро, быстро», и французы это подхватили. Слово закрепилось, а потом разошлось уже по всему миру. Причем это вообще не единичный случай, потому что дальше начинаются истории еще более неожиданные. Например, то, что у нас привычно называют оливье, в огромной части мира известно именно как русский салат. В Испании, извините за мое произношение, энсалата руса, в Италии инсалата руса, в Португалии салада руса, на Балканах руска салата. И речь идет не про какие-то редкие рестораны для туристов, это абсолютно бытовое название, которое знают миллионы людей. А в некоторых странах,
например, в Коста-Рике, русским салатом называют винегрет. Кстати, именно в Коста-Рике родился футболист, дошедший до четвертьфинала чемпионата мира 2014 года Ельцин Техада, мать которого решила назвать его в честь первого президента России. История блюда уходит еще в Российскую империю. В 1860-х французский повар Люсьен Оливье создает его в московском ресторане «Эрмитаж». Причем изначально это вообще был люксовый салат для богатой публики. Рябчики, раковые шейки, каперсы, язык, сложный соус. Никакого там тазика с майонезом, как мы привыкли. Но потом рецепт начинает упрощаться, расходится по Европе, а после революции русская эмиграция разносит его вообще по всему миру, и в итоге сегодня человек в Мадриде, Лиссабоне или Буэнос-Айресе спокойно заказывает русский салат, даже не думая, что история этого блюда напрямую связана с Москвой 19 века. И, кстати, очень похожая история с некоторыми другими блюдами русской кухни. Причем не только с какими-то суперочевидными. Например, с биф строганов. Для миллионов людей по всему миру это уже просто международное ресторанное блюдо. Да что там, даже в России многие не знают историю происхождения. Хотя вообще-то речь идет о фамилии одной из самых известных дворянских семей Российской империи – Строгановых. Само блюдо появляется на стыке русской аристократической кухни и французской поварской школы 19 века. Престарелый новороссийский и бессарабский генерал-губернатор Александр Григорьевич Строганов. Он имел проблемы с разжевыванием больших зажаристых кусков мяса. И его повар-француз Андре Дюпон придумал для него новое блюдо. Говядина, соус, сметана, русская дворянская фамилия и в итоге биф строганов. И это спокойно уходит в Европу, США, Латинскую Америку, в Азию. И сейчас человек где-нибудь в Бразилии, в Австралии может спокойно есть биф строганов. Вообще даже не задумываясь, что произносит фамилию из русской истории. Кстати, тут же вспомним легенду создания русского вида кофе, тот самый раф. А суть в том, что в одной из московских кофеен постоянный клиент с именем Рафаэль попросил сделать что-то необычное. И бариста Глеб Невейкин, Артем Берестов и Галина Самохина начали экспериментировать. Добавили к кофе молоко с ванильным сахаром, затем заменили молоко на 10% сливки, и ключевым моментом стало взбивание всех компонентов вместе, и так напиток получил мягкую кремовую текстуру, напоминающую такое подтаянное мороженое. Этот рецепт сначала назвали для рафа, а потом уже получил итоговое название – раф. Сказать, что он популярен во всем мире, нельзя. Но на территории СНГ точно. А вот с пельменями сейчас происходит вообще интересный процесс. Прямо у нас на глазах. Потому что слово «пельмени» еще не стало настолько глобальным, как водка или строганов, но уже уверенно выходит за пределы чисто эмигрантской кухни. В Берлине, Праге, Варшаве, Нью-Йорке и Лондоне появляются пельмени «Барс» и славянский «Дамплинг Houses», где пельмени продают уже не как еда из морозилки, а как нормальный современный urban food. С крафтовым пивом, необычными начинками, трюфельной сметаной и всей этой модной гастрономической подачей. И выглядит это довольно иронично. Пока в интернете спорят про отмену русской культуры, где-нибудь в центре Берлина люди спокойно стоят в очереди за пельмени и считают это новым гастрономическим вайбом. Но дальше начинается вообще одна из самых сюрреалистичных историй во всей этой теме. И она не про еду, а про индустрию развлечений, когда уже суровым русским конкурировать с европейцами. А вот поди. И совсем не случайно. Американские горки в огромной части Европы буквально называются русскими. Во Франции Монтань Рус, в Испании Монтана Руса, в Италии Монтагне Руsse. Может быть, я неправильно произношу итальянский, но не столь важно. Суть вы поняли. И это не какой-то прикол переводчиков или случайная локальная традиция. История реально уходит еще в 18 век. Тогда в Петербурге и других крупных городах Российской империи были безумно популярны огромные ледяные горки. Причем речь не про маленькие детские склоны во дворе. Это были гигантские конструкции высотой по 20-25 метров, которые зимой заливали водой. Люди на специальных санях разгонялись вниз на огромной скорости. И для иностранцев того времени это выглядело как что-то абсолютно сумасшедшее. Особенно офигевали французы, которые приезжали в Россию и видели весь этот аттракцион своими глазами. Потом идею увозят обратно в Европу. Французы начинают это адаптировать и всю эту конструкцию делать уже под рельсы и колеса. Аттракцион развивается, модернизируется, а название остается прежним –
русские горки. И вот тут возникает довольно смешная картина. Миллионы европейцев всю жизнь катаются на русских горках, вообще не задумываясь, почему они русские и причем здесь Россия. Хотя в фильме «Приключения итальянцев в России» специально было произнесено именно итальянское название аттракциона – «Русские горки». Кстати, в индустрии развлечений Россия стала родиной одной из самых популярных игр – Тетриса. Там целая история о ее покупке компанией Nintendo, которую отразили в одноименном фильме «Тетрис» с Никитой Ефремовым. Это компьютерная игра, изобретенная и разработанная советским программистом. И имя его Алексей Пажетнов. Игра была выпущена в 1985 году, и в это время Пажетнов работал в вычислительном центре Академии наук СССР. Ну а теперь вернемся к ранним временам. Причем Россия 19 века вообще довольно сильно влияла на всю европейскую моду и повседневную культуру. Это в первую очередь связано с победой над Наполеоном. Сейчас многим кажется, что культурная глобализация появилась только вот с интернетом. На самом деле элиты Европы копировали друг друга еще 200 лет назад. Кстати, информационная война тогда тоже велась настоящая, со всеми ресурсами. Британия и тогда преуспевала своими очернениями заклятых врагов из России. Об этом можно целый выпуск подготовить, поэтому, скорее всего, он и появится. Но после 1812 года в Европе резко вырастает интерес ко всему русскому. В моду входят меховые шапки, казачьи элементы одежды, русские воротники, шаль и даже отдельные варианты военной формы. Русские офицеры после войны становятся чуть ли не отдельным культурным феноменом для Европы того времени. И именно на этом фоне русские слова начинают спокойно проникать в европейские языки. Причем некоторые из них потом вообще превращаются в международные политические термины. Например, слово «цар» или «царь». Формально это русский царь. Но сегодня в США этим словом спокойно называют чиновников с особыми полномочиями. Драг-цар, энерджи-цар, бордер-цар, АИ-цар. Да, там у них президент сейчас тоже настоящий царь, но не суть. Буквально русский титул встроился в американскую политическую систему как обозначение человека, которому срочно выдали почти безлимитные полномочия разгребать какую-то большую проблему. И выглядит это иногда максимально абсурдно. Сидит серьезный американский сенатор, обсуждает там искусственный интеллект, кибербезопасность и будущее технологий, а потом абсолютно спокойно говорит: нам нужен АИ-царь. То есть буквально IT-царь, почти как царь-пушка. Или возьмем слово «спутник». Сейчас оно звучит настолько привычно, что многие уже вообще не чувствуют масштаб того исторического момента. А ведь в 1957 году запуск первого искусственного спутника Земли устроил реальный мировой шок. Американские газеты выходили с огромными заголовками про «Спутник Crisis». В США резко увеличиваются расходы на науку и образование. В школах срочно меняют программы по математике и физике. Через год появляется НАСА. А само слово «спутник» мгновенно становится международным символом. Символом технологического будущего. И вот это уже был не просто русский термин, это был бренд новой эпохи. По сути, человечество впервые услышало, как звучит космическое будущее, и звучало оно по-русски. Но самый мощный русский нейминг в мировой культуре — это, конечно же, водка. Тут вообще без вариантов. Потому что это уже давно не просто напиток. Это глобальная категория алкоголя. Один из самых узнаваемых гастрономических брендов на планете и одновременно одно из самых известных русских слов в мире. Причем слово «водка» буквально происходит от русской воды. По сути, уменьшительное такое «водичка». И вот эта водичка в какой-то момент становится мировым культурным феноменом. Водка-мартини, водка-тоник, водка-бар, водка-соус, тысячи брендов, огромный мировой рынок на десятки миллиардов долларов. И самое интересное, что водка давно живет вообще отдельно от России как от государства. Для мировой культуры это уже самостоятельный образ. В американском кино русский персонаж почти автоматически ассоциируется «О, водка». В западной рекламе слово «водка» действительно продавало идею холода, севера, жесткости, определенной такой русской энергии. Даже стиль рекламы водки долго строился вокруг образов льда, снега и всего нашего северного характера. Причем Россия здесь фактически сделала то, что обычно делают только крупнейшие культурные державы. Потому что далеко не каждая страна способна превратить собственное слово в международную категорию продукта. У Франции есть шампань, у Японии суши,
у Италии пицца, а у России водка. Не стоит забывать и про русскую рулетку, про которую пели Егор Крид, Леди Гага и Риhanna. Название «русская рулетка» для экстремальной азартной игры с револьвером появилось в 1937 году. До этого игра иногда называлась «гусарская рулетка» или «Сопрано». 30 января 1937 года американский журналист Джордж Сурдес опубликовал статью с названием «Русская рулетка» в журнале Colors Weekly. В материале он привел диалог с французским сержантом, служившим в русской армии в иностранном легионе. Правда, неизвестно, был ли рассказ Сурдеса основан на реальных событиях, или он его выдумал, но слово ушло в обиход. И самое забавное, что прямо сейчас вся эта история получает вообще новый сезон популярности уже через интернет и соцсети. Потому что еще лет 15 назад западная массовая культура показывала все постсоветское примерно одинаково. Серые панельки, холод, бетон, гопники в Adidas и вечный вайб какого-то депрессивного ноября. В общем, все они были воспитаны по сути этой голливудской клюквой. А потом внезапно выяснилось, что новое поколение в TikTok, который, кстати, запрещен, и в других запрещенных соцсетях, смотрит на это уже вообще другими глазами. Появляется новый интернет-мем или интернет-тренд, который вирусится по всему интернету во всех сетях. Так называемый славянский взгляд. Появляется Slav Aesthetic, Slavcore. Миллионы просмотров. Они собираются благодаря роликам с советскими мозаиками, гаражами, хрущевками, старыми вывесками, трамваями и кириллицей. Brutalism suddenly becomes cool. Брутализм внезапно становится очень крутым. Люди в Нью-Йорке, Берлине, Лондоне покупают одежду с русскими надписями, вообще не понимая, что там написано. Просто потому, что эта надпись выглядит атмосферно. Ну, как раньше мы покупали только западными надписями. Причем это уже давно не маленькая субкультура для пары странных ребят из разных соцсетей. Это реально огромная аудитория с миллионами просмотров. В Pinterest отдельными подборками собирают советские санатории, старые поезда, панельки, советский дизайн и постсоветские дворы. А под роликами с кириллицами постоянно появляются комментарии в духе «Не понимаю, что тут написано, но выглядит очень круто». Да что далеко ходить. Даже миссии с клюквенной Припятью из Call of Duty стали популярны во всем мире. Там были эти странные русские надписи из серии «Сталь как гвоздь гроба» и «Никакое курение». И для англоязычного игрока это выглядело почти как загадочная славянская магия. Непонятно, что это, но очень атмосферно. И тут возникает довольно смешной исторический круг. Потому что после победы над Наполеоном Европа уже проходила через моду на все русское. Тогда в тренде были меха, казачьи элементы одежды и весь этот русский стиль. В 20 веке мир сходит с ума по русским сезонам Дягилева и русскому балету. Потом приходит космическая эпоха со Спутником и Гагариным. А сейчас интернет внезапно романтизирует все уже позднесоветская и постсоветская как эстетика. Кстати, на Западе стал популярным и кальянный рэп, так называемый, целое музыкальное направление, имеющее корни на юге современной России. У нее нет четкого определения. Кальянный рэп или песня, она по сути исполняется на русском языке, и для исполнителей характерно наличие такого кавказского, среднеазиатского и вообще восточного акцента, либо же намеренная имитация. Вокальная линия исполняется с максимально невнятной дикцией и большим количеством пич-коррекции. Также характерно наличие восточной мелодики, которая есть в арабской музыке, и в некоторых треках отмечается использование латиноамериканской музыки. Причем работает это максимально странно. Люди могут вообще не знать историю России, не читать русскую литературу и не понимать ни слова по-русски, но при этом слушать хардбас, носить худи с кириллицей или смотреть разные рилсы с панельками про постсоветскую электронику. И тут мы подходим к вообще одной из самых интересных историй, потому что русский след в мире — это не только отдельные слова вроде «спутник» или «царь». В какой-то момент само русское превратилось в международный стиль и отдельный культурный бренд. Причем работает это уже больше 200 лет. Вот, например, выражение «а-ля рус», буквально в русском стиле. И эта история сильно шире, чем просто рестораны. Да, в 19 веке через сервис «а-ля рус» Европа действительно подхватывает русский стиль подачи блюд. И стиль а-ля рус в ресторанах, по сути, имеет корни нашей русской трапезы, где вся еда подавалась поэтапно. Стоит отдельно отметить и известного за границей и в меньшей степени в России Покраса Лампаса, который имеет масштабнейшие работы в Риме, Лондоне, Абу-Даби, Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Он занимается развитием каллиграфутуризма и целого направления
новая русская культура. В своих изображениях он использует цитаты русских художников и кириллицу. А-ля Рус становится обозначением русского стиля как такового в целом. В архитектуре, в моде, интерьерах, искусстве, декоре, ресторанах и даже ювелирке. Причем это не осталось где-то в 19 веке. Такая история работает по сегодняшний день. Потому что русский визуальный стиль в мировом восприятии это уже прям отдельная эстетика. Где-то про меха, золото, имперский вайб, где-то наоборот про суровый север, снег, леса и минимализм, где-то про православную визуальность и купеческую роскошь, а где-то вообще про постсоветский брутализм и такую славянскую идентичность. И вот это очень важная штука, потому что Россия в какой-то момент стала не просто страной, а визуальным кодом. Настолько узнаваемым, что его можно продавать вообще без объяснений. Именно поэтому по всему миру появляются рестораны, бары и бренды с названиями вроде «Царь», «Сибирь», «Бабушка», «Самовар», «Матрешка», «А-ля Рус». Причем часто владельцы вообще не имеют никакого отношения к России. Просто русский вайб продолжает работать как готовый образ. И, наверное, в этом главный парадокс всей истории. Мир может спорить с Россией, бояться России, восхищаться ей или пытаться как-то дистанцироваться от нее. Но при этом, продолжая каждый день использовать русские слова, русские названия, русские культурные образы, вообще не замечая этого. Потому что настоящее культурное влияние работает именно так. Не когда тебе постоянно что-то рассказывают там в новостях, а когда твои слова настолько давно уже встроились в повседневную жизнь, что уже воспринимаются как что-то такое свое. Друзья, это был проект защиты исторической справедливости. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч. Пока.